Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим одну из очень часто встречающихся причин, почему сука не вяжется. Вернее, вяжется, но щенков нет. Визуально и сука как бы здорова, и время парования выбрано правильно, и производитель проверенный и надежный, но щенков все равно нет. Хотя поведенческие реакции показывали, что сука все-таки была щенной. Если вязка прошла и щенков нет, то тут сразу же начинается хождение по врачам и начинается проведение всевозможных исследований, которые во многом зависят от того, какое оборудование есть в клинике. Если это просто ветеринарный кабинет, то соберут анамнез и сделают пальпацию. Если в клинике есть УЗИ, то сделают УЗИ. Если есть возможность определить гормональный статус, то определят гормональный статус. Если есть какие-то нарушения гормонального статуса, то с целью его коррекции обычно назначается гормонотерапия. Я не говорю, что это неправильно. Это тоже надо делать. Но к такому решению надо прийти после комплекса более простых исследований и наблюдений. Сложные и дорогостоящие исследования надо делать уже во вторую очередь, когда без них уже никак не обойтись. Я вам скажу так, что какие-то серьезные патологии у молодой суки, которая выросла в нормальных условиях, встречаются не так уже и часто. Это скорее исключение, чем правило. Поэтому не надо заранее спешить с выводами, что у суки есть какая-то серьезная патология воспроизводительной функции. Надо разобраться сначала. Очень часто такая ситуация связана с преждевременной гибелью эмбрионов. Это одна из наиболее вероятных причин. Что при этом происходит? Оплодотворение происходит успешно, но потом эти эмбрионы гибнут. Сразу возникает вопрос, а почему они гибнут? Можно перечислять множество причин. Что это может быть связано и с недостаточной функцией яичников, и с кистозным их перерождением, и с воспалительными процессами. С одной стороны, все это реально может быть. А с другой стороны, все равно это уже следствие, а не причина. А главная причина в другом. А главная причина в том, что очень часто в результате каких-то нарушений в кормлении, содержании, многочисленных стрессов, чрезмерных нагрузок или наоборот отсутствия оптимальных нагрузок у суки снижается иммунитет и нарушается множество окислительно-восстановительных реакций в организме. Вредное влияние на эмбрионы оказывает все, что нарушает процессы клеточного синтеза нуклеиновых кислот и белков. Все это ведет к нарушению гормонального статуса. А ведь весь процесс протекания беременности от оплодотворения и до родов регламентируется множеством гормонов. Гормоны взаимодействуют между собой в строго определенной очередности и в определенных количествах. Если же есть какие-то нарушения в организме, то одни гормоны выделяются больше, других наоборот меньше. Более того, наблюдается нарушение очередности их выделения эндокринными железами. В первую очередь, чтобы щенность у суки протекала нормально, необходимо, чтобы у нее в достаточном количестве выделялся гормон прогестерон. Прогестерон еще называют гормоном беременности. Как только уровень прогестерона снижается до определенно допустимого уровня, то беременность срывается и наблюдается гибель эмбрионов. Эмбрион может погибнуть даже и без снижения уровня прогестерона. Он может погибнуть просто от недостатка питания. До того момента, пока не произошло прикрепление эмбриона к стенке матки, он питается так называемым маточным молочком. Это питательный субстрат, который выделяется железами матки. И если же организм собаки в результате чего-то ослаблен, особенно если сука имеет какие-то хронические заболевания или наблюдается гиперплазия матки, то маточного молочка вырабатывается недостаточно для полноценного питания эмбрионов, и они погибают. При недостатке маточного молочка эмбрион себя чувствует как растение в засушливую погоду. Растение постепенно засыхает, а эмбрион постепенно погибает. Какому-то эмбриону в таких условиях удается выжить больше времени, какому-то меньше, но в конце концов они все равно погибают. Бывают случаи, когда погибают не все эмбрионы, и сука все-таки щенится. Но тогда молодняк рождается ослабленным и нежизнеспособным. И здесь следует обязательно отметить, что если гибель эмбриона произойдет до 35-го дня, то визуально это будет вообще никак не заметно. Эмбрионы просто рассосутся, произойдет так называемая резорбция эмбрионов. И через пару дней даже на УЗИ не будет видно, что были эмбрионы. Иногда в таких случаях делают вывод, что сука вовсе не была щенной, если до этого не было определено наличие эмбрионов методом пальпации или УЗИ. Максимум внутриутробной гибели зародышей приходится на первую треть беременности.
Если же суке сделать анализ гормонального статуса и пытаться корректировать нарушение только с помощью гормонов, не устранив первоначальную причину, то этим можно сделать только хуже и сделать нарушения в эндокринной системе более значительными и вообще необратимыми. Сразу же возникает вопрос: так а что же делать? А выход здесь только один. Надо, чтобы сука к моменту вязки была максимально здоровой, с нормальным иммунитетом и нормальным гормональным статусом. Суку надо готовить к вязке и щенности заранее. Сейчас, наверное, уже каждый владелец собаки знает, что перед вакцинацией животного надо провести подготовку. Надо обязательно провести дегельминтизацию, то есть прогнать глистов, и проследить, чтобы не было никаких эктопаразитов. Продвинутые владельцы понимают, что это надо сделать для того, чтобы у собаки в ответ на введение вакцины выработался хороший иммунитет. Ведь наличие глистов в организме и эктопаразиты снижает иммунитет у собаки. Вязка и последующая щенность — это не менее ответственный момент. И собаку тоже надо к этому тщательно подготовить. Тоже надо провести комплекс соответствующих подготовительных мероприятий. Также обязательно надо провести и дегельминтизацию суки, и если необходимо, то провести и обработку ее против эктопаразитов. Но особое внимание надо обратить на укрепление иммунитета суки, на повышение защитных свойств ее организма. Особенно остро в этот период организм собаки нуждается в витаминах А, Д и Е. Только необходимо помнить, что витамины А, Д и Е — это жирорастворимые витамины. И их передозировку никоим образом нельзя допустить, иначе тоже будут проблемы. В принципе, сейчас есть специально подобранные витаминные комплексы для подготовки собак к вязке и щенности. Хорошо себя зарекомендовали в подготовке суки к вязке и щенности последовательное применение гомеопатических препаратов. Лично я большую симпатию питаю к препаратам, которые относятся к доказательной медицине. К таким препаратам я бы отнес и препараты, которые в своем составе содержат бутафосфан и витамин В12, и которые обладают высокой эффективностью, проверенной эффективностью. Очень хорошо себя зарекомендовали при подготовке суки к вязке и последующей щенности препараты Стимул и Эльцин. Это новые препараты по укреплению неспецифического иммунитета, нормализации обмена веществ и выведению токсинов из организма. Препарат Стимул в своем составе содержит нуклеинат натрия, который является основным иммуномодулирующим веществом. Также препарат Стимул содержит комплекс хорошо просчитанных биологически активных веществ. Это и витамины вместе с витаминоподобными веществами, и аминокислоты, и минеральные вещества. И это еще не все. В состав этого препарата входит также много других биологически активных веществ и компонентов. Я не буду сейчас подробно останавливаться, что называется, на поименном списке всего того, что входит в состав этого препарата. Но скажу лишь то, что это более 200 различных наименований. Препарат Стимул активизирует иммунитет на клеточном и гуморальном уровнях. Второй препарат, на который я хочу обратить ваше внимание, это препарат Эльцин, который в своем составе содержит бутафосфан, цианкобаламин, а также никотинамид и L-карнитин. Как я уже сказал, что до недавнего времени выпускались препараты, которые в своем составе содержали только бутафосфан и витамин В12. Препараты с таким составом показали очень хорошую эффективность по оптимизации обменных процессов в организме собак и по повышению неспецифической резистентности. Ярким представителем таких препаратов является препарат Катазал. И вот сейчас на смену препаратам, которые в своем составе содержат только бутафосфан и цианкобаламин, пришел препарат Эльцин. Улучшенный компонентный состав этого препарата позволяет показывать более высокую эффективность при подготовке суки к вязке и последующей щенности. Так в чем же преимущество Эльцина перед его предшественниками? То есть перед препаратами, которые в своем составе содержат только бутафосфан и витамин В12. О механизме действия бутафосфана и цианкобаламина я сейчас не буду останавливаться. Об этом уже и так сказано много. Остановлюсь лишь на никотинамиде и L-карнитине, которые усиливают действие бутафосфана и цианкобаламина, благодаря которым Эльцин можно считать более совершенным стимулятором обмена веществ и повышения неспецифического иммунитета. Никотинамид регулирует течение большинства окислительно-восстановительных реакций и обеспечивает нормализацию многих видов обмена, включая и энергетический обмен. Никотинамид участвует в более чем полусотни реакций, в ходе которых сахар и жир превращаются в энергию.
Можно долго перечислять все достоинства никотинамида. Но сейчас я этого тоже делать не буду, это займет просто много времени. Но скажу, что никотинамид положительно влияет на многие окислительно-восстановительные процессы в организме животного. Применение этих препаратов перед вязкой позволяет профилактировать эмбриональную смертность. Внизу под видео вы увидите ссылки на официальные инструкции по применению этих препаратов. Если возникли вопросы, задавайте. А пока на этом все. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!